генератором все в порядке. Он проверенный, он никогда никаких фокусов от него не было. Будем посмотреть. Ух, ё-моё. Приветствую всех зрителей и подписчиков канала. Сегодняшняя тема видео у нас будет три распаковки у нас будет. Почему три? Вообще как бы две, да, но вообще три. Почему три? Потому что перед вами сейчас это 4-е место с посылки. Вот. У нас несколько выпусков назад был выпуск про, ну, типа, фильм про радиодетали, да, скажем так, импровизированный фильм. Вот, потому что полноценным фильмом его назвать тяжело, полноценным фильмом. Вот. То есть я там говорил в видео, что у нас еще остался осциллограф. Подписчик отправил осциллограф. Вот. Надо его сейчас распаковать будет. Потому что в тот фильм оно не вошло, потому что как бы чересчур уже слишком длинное получилось видео. Вот. Поэтому я хочу прибор этот показать в этом видео. Вот. Поэтому будем делать, как говорится, распаковку. Сейчас я его открою, вам скажу, что я буду делать дальше. Да, это у нас осциллограф. Сейчас я его достану с коробочки и вернусь. Будем дальше с вами, как говорится, как это правильно сказать, внедряться в тему проверки осциллографа. В общем, что хочу показать. Вот такая вот беда была в коробке. Я даже представить не могу, что там происходило с прибором. Летал. Может, он по складу летал на новой почте. Вот. Конечно, желательно надо было осциллограф замотать хотя бы в пупырку или, ну, или пенопласт тогда закинуть в коробку. Ну, или хотя бы картон какой-то проложить. Потому что осциллограф лежал просто в коробке. И, скорее всего, он где-то летал или на него что-то кидали. Короче, вот такая вот беда. Единственное, что я хочу добавить от себя, такие ножки у меня есть в запасе, пакет целый, не знаю, ножек может 40 у меня есть в запасе, вот таких вот. То есть это я заменю. И вот такие вот облицовка, это на ручку облицовка, вот. То есть это я тоже заменю, у меня такие есть в запасе, тоже несколько штук. Поэтому это не проблема, но в теории могли и похлеще что-то отбить. Поэтому сейчас я тогда подготовлю все, вот, и мы продолжим. Так, короче, у нас на обзоре осциллограф S177. Вот. То есть я его сейчас попробую запустить. Конечно, помученный он крепко. Так, это на минимум все ставим. Так. В общем, что я хочу сказать. Ножка у нас вот в таком состоянии, короче, не получилось у меня ничего с ней сделать. Она там, видно, приржавела. Вот. Короче, не получилось. Ну, это надо будет чем-то попшикать. Вот, может, ее отпустит. 77 это очень хороший осциллограф. Это между S183 и между S193. Вот такой промежуточный вариант. Он более компактный. Вот. Весит меньше. Рабочая частота у него максимальная 10 МГц. Осциллограф у нас двухканальный. Если он запустится, то я подписчику за него рассчитаю, ну, 4000 гривен, короче. Вот. Если он не включится, то он у нас пойдет как лом. 3500 будет цена. Вот, кстати, то, о чем я говорил. Ну, видно, ну, в коробке ударились, их выгнуло вверх.
То есть тут та же песня, короче. Это чтоб в комментариях не писали, что я ломаю прекрасную, самую лучшую советскую технику. Вот. Нет, приборы я не трогаю, хотя, конечно, я думаю, что ничего не произойдет, если его пустить в лом. Вот. Но радиодетали, то понятное дело, в лом улетают и всякая ненужная аппаратура. Вот. Но это хороший приборчик, его можно, конечно, оживить, привести в хорошее состояние, и новому владельцу он в руки попадет, и человек будет радоваться, и все будет прекрасно. Вот. Короче, что тогда пробуем? Не уверен я, что он включится, конечно. Не включился он. Вот. Сейчас я тогда буду предохранители смотреть. И продолжим. Так, в общем, достал я предохранители. Вот. Что хочу сказать. Осциллограф на пломбах. Сейчас покажу. Вот. Осциллограф, короче, пломбированный. Он не вскрывался. Вот. Возможно, он даже был в каком-то роде, да, с хранения. Ну, можем предположить, да. Может, он даже был и рабочий. Вот. И его сильно побили, пока он ехал по новой почте, либо же в него попала влага, его включили, там что-то выгорело, вот, либо что-то отгнило, потому что вот был у меня в видео, есть в старых предыдущих выпусках, есть 83-й осциллограф новый на обзоре. Он был полностью новое из хранения, но у него внутри полностью все поокислялось, короче. И он сейчас до сих пор в ремонте находится, у него проблема с импульсным трансформатором, вот с маленьким, который в броне, такой маленький трансформатор, вот. То есть трансформатор уже купили, на днях будем, еле нашли, кстати, трансформатор. Вот, на днях будем, короче, ремонтировать. Вот. Сейчас тогда предохранителя прозвоню, если с ними все в порядке, я его тогда отставляю в сторону на очередь к остальным пациентам, которые под восстановление. Вот, там уже приборов 5 накопилось, которые надо ремонтировать. Вот. Короче, приборов 5, которые надо ремонтировать. Вот, этот у нас будет очередной. Так, это нормальный. И это нормальный. Короче, с предохранителями все в порядке. Вот. Поэтому, короче, не знаю, что можно придумать. Вот. Тумблер на 220 стоит. Здесь тоже 220. Здесь все в порядке. Наработка у него, кстати, наработка у него небольшая там совсем. Вот. Такой прибор уже восстанавливали. Один раз имели дело с 77-м. Скажу, что удовольствия не особо. Почему? Потому что все платы... Короче, разъемов нет в нем внутри. Платы все. 88 год. Кстати, ремонтировали тоже 88 года был. Может, в каком-то смысле это будет проще, потому что у них там раз в 5 лет модернизации были, выпуски, другие схемы отличаются, радиодетали отличаются. Короче, неудобно ремонтировать такой аппарат. Почему? Потому что там внутри все на проводах. Вот. Все тесно, очень, очень все тесно. Он просто буквально облеплен платами. Вот. Сейчас покажу пломбы. Вот пломба. На ножке сейчас пломбу. Не, на ножке пломбы нету. Вот. Ну и вот, в принципе, пломба. Через решетку видно все вкусные детали, которые присутствуют на своих местах. Вот. Что-то в нем внутри летает. В него, видно, что-то попало. Вот. Может, металл какой-то, мусор. Сейчас я еще раз попробую его включить.
заработал. Повезло. Сейчас тогда уходим на паузу. Короче, самое смешное то, что 2 минуты назад он не работал. Вот, а сейчас он тупо заработал. А заработал после того, как я предохранители вытащил и вставил. Это просто жесть, короче. Вот. Что у нас тут? Подсветка. Это я кручу вот подсветку. Не работает подсветка, короче. Это положение вверх-вниз лучей. У нас стоит сейчас на первом. Нам надо переставить. Вот так вот сделать. Это первый плюс второй. А нам надо сделать вот так. Так, один луч есть. Сейчас я его... Это у нас луч один. Первый. А второй есть? Есть второй. Со вторым что-то происходит, короче. Сейчас я немного вот так сделаю. Сейчас я сделаю вот так. Может, ему прогреться просто надо время. Либо с ним какая-то бедулька. Ну, яркость не работает лампы. Ну, вот я кручу. Яркость экрана. Ничего не происходит, короче. Но лучи появились. Лучи появились. Второй. Первый. Что-то его колотит, второй луч. Ну, так мне больше нравится картина, конечно. Вот. Сейчас я тогда паузу поставлю, вот этот кожух сниму, светофильтр. Интересно без светофильтра посмотреть, как оно будет. Кстати, вот такой вот момент. Тут он трещина. Очень, конечно, обидно. Не знаю, была ли она такая, либо это на почте ее так поломала. Потому что прибор очень хороший. На пломбах с минимальной наработкой. Может, конечно, его отпустит. И будет все нормально. Его хотя бы так визуально прочистить, погонять его, посмотреть. Сейчас генератор достану. Подключу его к генератору, посмотрю, что вообще дальше будет происходить. Ну, в общем, вот так вот он у нас без светофильтра. Вот эту трещинку можно будет аккуратно, ну, чем-то заклеить, конечно, если получится. Вот. И будет у нас вот такой вот, короче, персонаж. Сейчас я возьму генератор, мы его погоняем. 112 возьму до 10 МГц. Низкочастотник и погоняем его. Так, в общем, включаем. Загорелся. Я подключил его ко второму каналу. Вот. Что нам надо сделать? Что у нас тут вообще получается? Так, ослабление. Пусть на нуле будет. О. Начал реагировать. Так. Не синхронизирует. Сейчас на маленькую частоту переставлю.
Синхронизация у него плывет очень крепко. Жесть какая-то. Сейчас попробую на первый подсоединить. На первом, может, такого и не будет. Но второй канал у него точно подгулявший. Мне изначально не понравился, как только я запустил аппарат. Так. Вот. Колбасит синхронизацию, конечно, просто капец. В общем, как вам такое? Буквально вот поставил на паузу, психанул, начал, короче, разбираться. И все-таки я его засинхронизировал. А как я его засинхронизировал, я этот тумблер, крутилку точнее, крутил. И крутил этот. И получается, с помощью вот этих двух он у меня все-таки застабилизировался. Даже он прямоугольник есть. Вот, держит хорошо. Второй канал не пробовал, со вторым каналом какие-то, конечно, чудеса происходят. Вот. Поэтому не стал я это делать. Он держит сигнал хорошо. Вот. Вот так вот. И так, и так. Тут что-то вот когда у того вот так вот, короче, вот ну, что-то тут нарушено в нем. Вот, растяжка работает. Короче, все у него, в принципе, прекрасно. Ну, прекрасно, что я хочу сказать. Первый канал у него очень даже хороший. Вот так, попробую по напряжению. Оп, оп. Так, развертка. Вообще прекрасно. Отлично все. Так, разворачиваю. О, какой прямоугольничек хороший. И сейчас будет у него... Я его сейчас на 10 мегагерц поставлю. Вот. То есть это у нас 10 мегагерц. А 10 мегагерц, что-то он капитально так завалил прямоугольник. Ну не может же быть такой сигнал прямоугольной формы. Это на максимум, на 10 мегагерц. Вот. Все, то есть дальше уже некуда. А если его вот так вот сделать, так, так, может и второй канал нормально будет показывать. Так, второй канал. Переключаем на второй. Так, второй есть. Поднимаем его. Вот, по напряжению поставим, как на первом. На первом сколько у нас? 1 вольт деления. Получается, да? 1 вольт деления. Что у нас еще не состыкуется? Вот так вот ставим.
Да, со вторым каналом реально какая-то беда. Какая-то беда. О, ха, второй канал. Класс. 10 в третьей это сколько? Это, ну, это очень низкая частота для этого осциллографа. Его уже начинает колбасить. О, застабилизировал. Так. Бам, опять улетело. Да, второй канал, конечно, печальный. Но это с растяжкой. А мне надо... О, без растяжки. Ну, в общем, хорошо, все отлично. Я его считаю 4000 для подписчика. Подписчик Владимир, это та посылка с мегароссыпью, фильм про мегароссыпь, короче. Вот, это 4-я коробочка с той посылки. Там еще платки остались, но платки, я не знаю, по свободе. Посчитаю, потому что... Вот, договорились, подписчик сказал, что все хорошо, в принципе, торопить меня не будет. В общем, все, тогда переходим к нормальным уже распаковкам. Дальше он бац, сам что-то произошло с ним. Непонятное, короче. То есть стабилизация сбилась сама. О. В общем, спасибо, что смотрели этот эксперимент. Вот. Все, пойду-ка я готовить посылочки. Так, в общем, продолжаем наши распаковочки тогда. 2 распаковки у нас будут. Первая от подписчика с SMT Комишани. Вот. Такая вот посылочка. А вторая посылочка это у нас. Сейчас я на паузу поставлю, скажу, потому что это была посылка, ну большая была коробка, там была латунные радиаторы, меди немного латуни и немного алюминия. То есть я это отдельно взвесил, вот. У меня там не было подписано, что нужна распаковка или не нужна. И там в коробке была вот такая вот маленькая коробочка. Я с переписчиком в диалог зашел. И в принципе понял, что он был бы не против распаковки. Поэтому коробочку с радиодеталями попадет на распаковку. Я сейчас на паузу поставлю, гляну от кого посылка. Вот. Озвучу это и мы продолжим. Так, в общем, это у нас посылка от Володимира Олексійовича с SMT Коломак. Вот, то есть она у нас второй будет, а первый у нас будет Комишани SMT. Так. Это есть. Так. Писанина. Вот. В общем, первая. Очень много всяких пакетиков. Так, тут у нас молибден победит. Короче, вот такой вот молибден с диодов. Вот. Победитовая пластинка и вот такая вот еще штучка. Вот. То есть, скорее всего, это тоже победитовая. Сейчас я на магнит ее проверю. Нет. Ну, может, вольфрамовая быть. То есть, вот это, скорее всего, вольфрам. Вот, очень тяжелая. Вот это у нас молибден с диодов. Вот.
пока откладываем в сторону. Вот так вот у нас это будет. А там дальше разберемся. Так, КМок немного есть. Оранжевых. Так, вот это не КМка. Подписчик, видно, не до конца разобрался. Короче, вот это не КМка, это мусор. Так, короче, оранжевая у нас есть КМка. А есть зеленая. И есть пару домиков вот таких. Домики сюда, зеленую сюда. Ну, пока просто буду готовить по взвешиванию, что у нас по порядку все будет происходить. Так, еще немного радиодеталюх. Что у нас тут имеется? РФ-20. Ну, у нее желтенькие выводы такие. Никогда такие мне не попадались. Поэтому ничего не могу сказать по поводу этой релюхи. То есть получается у нее один вывод и второй вывод желтенький. Вот. РФ-20, короче. Если кто-то сталкивался с такими, подскажите. Так, РС-55А это неприемная, я ее откладываю в сторону. Вот, потом у нас КС-573, ушастая микросхема, обычная одна микросхема и полевики безногие вот сюда откладываю. Так, 4 безногих и 1 с ногой. Так, это что такое? Это мусор какой-то. Так, идем дальше. Так, серебро. Немагнитное серебро. Хоп. Так, серебро магнитное. И на меди. На меди. Все прекрасно. И вот такие еще радиодетали. Так, разъемы импортные. СП-337. Какой год? 80. Какой? Не видно. На другой может быть видно. 89 год. Ну, это год не проходной. Они все 89-го года. Вот. А проходной только до 87-го года. Я их писать пока не буду. Я их в сторону отложу. Я перепроверю. Вот. Точно. Если они проходные, вот, они пойдут по 15 гривен штучка, по-моему. Но это если только в том случае, если они проходят по году. Вот. Они тут все такие. Вот 88-й, 89-й, 89-й, 89-й. Так, это у нас нормальная СП-522. Это у нас тоже 89-й. Это у нас СП-522. 3 штуки у нас. А эти пока мы под вопросом ставим. Если они нормальные, я их добавлю. Вот. Так, что у нас тут? Разъем. Короче, импортные разъемы. Вот. Сколько у него тут выводов? Тут 6, тут 6 и тут 6, 18. Тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. 26, 26, 26. 4 на 26. 5 на 26. 130 и 18. 148 выводов. Не знаю, как импортные разъемы считать, если честно. Вот. 148 выводов пишу. Разъем.
148. Почем считать за контакт? Даже не знаю, что можно сказать по поводу этих разъемов. Предварительно напишу 150 гривен, короче, вот так вот. Если кто-то сталкивался с конкретно такими разъемами, вот, напишите, пожалуйста, в комментарии, буду очень благодарен. Если я неправильно посчитал, сколько такой разъем может стоить. Вот. Ну, либо я сам найду эту информацию. Поэтому пока так. В общем, что мы делаем дальше? Взвесим серебро. Взвесим серебро. Что у нас по пакетикам? Это большой. Короче, нет подходящих пакетиков. Сейчас я тогда... Сейчас я возьму... У меня тут есть какие-то... Ну, условно скажем, вот 3 пакета, да. Будем тарить просто по пакету и пересыпать. Так, магнитные. Вот такие вот контактики. Все четко. Магнитное серебро. $52 грамма. Пишу магнит. 52 на 22. Есть. Так, теперь тарим вот этот кулечек. Так, это у нас на мини. Тут, наверное, грамм 30, может 20, 25-30. 28,8 пишу. Магнит 28,8 на 11. Есть. И не магнит остается. Так. Тарим пакетик. Все, пусто. Тут, наверное, грамм под 50. $52 пишу, не мах. 52 на 31. Так. Все четко. Все супер четко. Так, теперь что у нас получается? Сейчас взвесим сразу молибдена. Вот. Вот такой мелкий нечистый молибден. 800 гривен килограмм. Пишу молибден. 800, 900 гривен, короче, пишу. 900, какие 900 гривен? 90 гривен. 90 гривен. Короче, молибден. Вот. Потом победит. Пишу победит. 50 грамм это у нас 25 гривен. Короче, 32 гривны. Победит. Потом КМ-ка домики. 6 гривен. Пишу домики. Домики 6. Вот. Потом КМ оранжевая. Пишу оранжевая.
150, 38 гривен грамм. Потом зеленая. Зеленая. Пишу зеленая. Так вот поставлю КМ. Вот. Зеленая. 5,6 на 5,6 на 48. Это у нас получается 320 гривен. Так, есть. Или не 320. Что-то я гоню. 270. Осциллограф меня с толку сбил. Короче, так. Это мы взвесили. Это взвесили. Это взвесили. Эти у нас 3 по 8. 24. Пишу. СП5. 14. 24. Вот. Потом у нас полевики идут. Эти как за один. Раз, два, три. Пишу. Полевик. 54 гривны. Так, потом одна обычная, одна ушастая. Пишу 8, так, 12 пишу. Микросхема 12, а вот это 20. Это у нас получается 32. Ну, эти я не знаю, по 15 гривен их напишу, я не знаю. Надо будет, после того, как видео засниму, узнаю информацию по поводу этих релюх. Никогда таких не видел. Или, может, кто-то знает про них что-то, в комментариях напишите. Пишу реле равно по 15, да, я сказал. Реле 45. Вот. Все, с этой посылочкой мы закончили. Вот. Тут у нас будет общая сумма. Я, может, даже так в уме попробую подобью, потренируюсь. Если что-то будет, какая-то ошибка, я потом все равно пересчитаю и исправлю. Так, это у нас получается 50 на 22, это у нас 1100. Это у нас получается 1144. Вот. Потом у нас получается 330. Короче, 320. Вот. Потом у нас получается 62. Получается 1550 плюс 62. 1562. Так, все, тут есть. Так, теперь подбиваем общую. 1294, 1614, 1676, 2676, 3176, 3266, 3298, 3304, 3454, 3454, а то сейчас забуду еще. Так, потом у нас получается 3724, 3748, 3802, 3834, 3879. 3879, короче. Фух, не знаю. Все равно пересчет будет. Так, идем дальше. Вторая посылочка. Нашел. Так, письмо. Ага, номер карты.
Так, что у нас получается? Телефон. Так, хорошие телефоны. Или нет? Нет. Короче, один. Два дешевых не достает чипов. Вот. И три дорогих. Потом плата жесткого диска. Переменник. Что за переменник? Сейчас мы на него поглядим. Короче, вот такой переменник. Есть какой-то бегунок. Вот. Есть бегунок. Ну, сейчас прогрею, попробую, посмотрим, цвет поменяет, не поменяет. Так, в общем, смотрим. Выключаем. Так, что я хочу сказать. Ну, спираль потемнела. Вот. С бегунком ничего не произошло. Сейчас я его сниму. Так, в общем, короче, вот такая вот у нас тут намотана проволока. Вот. Сейчас я ее прогрею. Посмотрим, что она вообще из себя представляет. Ее бы зачистить бы еще, конечно, от лака. Так, ну зачистил в принципе. Сейчас газ включу. Так, где тут это место? Не знаю, видно будет, не видно. Короче, что я хочу сказать. Проволоки этой гоплык. Вон она вся черная. Ну, как цвет поменяла. Ну, кому видно, не знаю. Короче, показываю, как есть по факту. Проволоки, конечно, труба. Ее она ж покорежила, и она цвет поменяла. Стала такая аж темная такая. Короче, с нехромом эта проволока. Вот, точнее, не хром это, скорее всего. Так, убираем. И нам надо проверить, короче, вот этот бегунок вблизи, потому что я его там грел. Вот. Тут, конечно, вот этот контактик, он, конечно, может быть каким-то, ну, хорошим. Вот. Но насчет... Где зажигалку я уже подевал? Ага, вот она. Так. Короче, будем посмотреть. Ух, ё-моё. Прикольно.
попала в коробку. Короче, потемнело и рассыпалось. Интересно вообще, из чего оно сделано хоть. Медь, что ли? Ну да. Ну, цвет, конечно, ужасный. После прогрева. Конечно, откидываю я ее. Остается только вот этот контактик, но я его отложу, потом проверю. И этот контактик может весить 0, запятая, там 0, 0, 0, 0. Короче, даже весы это не покажут. Поэтому я его отложу пока в сторону. Может, проверять надо будет. ПДшный он или серебряный контактик этот. Вот. Хотя, в принципе, на серебро мы можем и сейчас его проверить. Сейчас. Она, наверное, горячая еще. Так, ну, сейчас будем пробовать проверять. Ну, на серебро реакцию оно не дает. Значит, возможно, скорее всего, или дает. Плохо видно. Не, на серебро он не реагирует, но он какой-то темноватый. Короче, надо будет разбираться с ним еще. Вот. Много времени я трачу на эту мелочь. Так, что у нас тут еще имеется? Ну, тут видно надпись, сейчас покажу. PP2. Это непроходной резистор. Надо, чтобы PP3 был. И вот это тоже. PP2 12. Непроходные они, я их откидываю. Так. Сейчас туда я... Что это у нас тут? Золото, остаток с ювелирки. Проба... Что это? Проба 39 или что? Не могу понять. Ну, мы это проверим. Так. Сейчас я тогда на паузу поставлю. Отойду минуток на 10 и мы продолжим. Так, в общем, продолжаем мы наше творчество. Так, микруха черная. Сейчас я тогда... Надо тогда уже начинать что-то записывать. Потому что с такими темпами я вообще никуда не продвинусь. Короче, микросхемка вся проверенная, все в порядке. Так. Пакетик 1 грамм. Короче, 65 грамм напишу. Пишу микросхема. Микросхема 65 на 4. 65 на 4. Есть. Фух, так, идем дальше. Так, вот эти переменники нас не интересуют. Я их откидываю. Вот эти вот маленькие, короче. Вот. SP516. Вот такой малыш. Такой можно. Вот. SP516 25 сюда. SP52. Этот нет. SP52. SP51. RS48 201. 201. RS10 304. Так, 304, не помню почем они, по-моему, дешевле полтинника. Так, и ПП-340, 89 год, без рамба, самые дешевые, короче. Такие по 20 гривен. Так. В общем, начинаем писать. ПП-3 на 40 получилось гривен.
Микросхема 65×4, это у нас 260. Вот, так, откидываю их в сторону, чтобы они нам тут не перемешались с предыдущими. Так, РС-48 201 паспорт. Это у нас РС-48 по 25 гривен. Это полтинник. Вот. Потом вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук таких. Это у нас СП5 2 на 48 гривен. Есть. Так, ну вот это запишем. 10 гривен. Пишу СП5 16 10. Есть. Так, теперь идем дальше. СП5-1, по-моему, СП5-1 25 гривен. И вот эти, по-моему, по 35 гривен. 304 паспорт. Или 35, или 50. Ну, я напишу по 35 пока. РС 10 2 3 70 гривен, короче, за 2. Вот, все, подчеркнул. Так, одну пропустил. СП5-2 48. Зачеркиваем, ставим 54. Есть. Так, это на проверку пока сюда отложу. Лигатура посеребренка. Такая 450. Так, 92 грамма. 100 грамм, короче, 40 гривен пишу. Лигатура 40. Так, это хорошие. Что у нас тут? Ну, это лигатурка мелкая, короче. Вот. Сейчас я открою, проверю. Ну и пакетик, конечно. Это вот сюда кусок попал и сплавил. А я на пакетик жалуюсь. Это не пакетик, это... Я вот просто смотрю, что тут два разных контакта. Один такой яркий, а другой темный. Где у нас пробничек? Так, проверим сейчас. Лигатура это или не лигатура? Да, лигатура. Сейчас покажу, как краснеет все. Короче, покраснело. Но это не контакт, это просто лигатурка. С разъемом, может, или еще с чего-то. Так. Ее можно было вместе с той, в принципе, совместить. Тут совсем ее немного. Короче, напишу так вот на 50 гривен, исправлю. И все. Так. Откладываю. Так, разъемы 2РМ. Ноги с разъемов, точнее. Тут пакетик тоже подплавила. Так, это у нас мамы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук на 180 гривен. Пишу 2РМ 180. Есть. И вот такой набитый пакетик. Так, это у нас что? А, 90 в кружочке. И что-то там еще, короче.
очень твердая. Сейчас покажу, как проверять, если не понимаете, да, допустим, что это у вас за ложка, ну, образно говоря, скажем так. Многие путают, если какие-то импортные непонятные. 90 это индекс покрытия, вот в микронах, по-моему, там. Ну, в принципе, что нам ради эксперимента ее испортить, мы ее уже не испортим, вон оно, ну, серебро все слезло с нее. Вот в этом месте, где много слезло, я здесь ее зачищу. Так. Ну, в принципе, да, видно хорошо, что зачищено. Вот, сейчас покажу. Короче, показываю то место, где есть покрытие. Покраснение увидели? Он там, где слезло, он виднеется, да, проплешина. Вот это вот желтенькое, там просто покрытия нет. А вот здесь то, что мы зачищали. Увидели? Красное серебро, желтое. Короче, мельхиор или латунь или медь, да что угодно в принципе. Он дает реакцию только на серебро. Все, это мы взвешиваем. Получается 15 гривен такая ложка на вес. Пишу. Ложка 15. Ну и чисто из-за того, что сейчас... Да, 15, короче, правильно. Так. А, и вилка еще есть. Провтыкал. Ну тут та же самая песня. Он сейчас там, прям там капну, где слезло покрытие. Так. Разница, да? Ну вот, в принципе, что я и хотел показать. Ну, вилка 10 гривен. Надо доплюсовать. 10 гривен. То есть просто исправляю на 25. Есть. Так, теперь у нас остался пакет, набитый деталями. Так, вот это на проверку. Короче, подписчик решил сортировать. В конечном итоге свалить все в кучку. Свалить все в кучку. Так, вот это неприемные, я их откидываю. Крышка. Это лигатура. Так. Семьсот первый и 803. Вот это вот 100 гривен у меня в руке сейчас. 2 по 20 и 60. Пишу. Буду вот так вот писать просто 100, чтобы у меня все влезло по записям. Так, КМки это перебирать будем. Это бескорпусные. Не магнитные, бескорпусные, нормальные КМки СФДповские. Зеленка, домики, оранжевая. Что у нас тут? Восьмидесятый, 81, 81, 83, 83, 81, 74 по 83 115 штук пойдет. 115 по 50 копеек они. Это у нас получается 6. 115, 50 и 7, 50, 58, короче, напишу. Так.
Что у нас дальше идет? Фух, так. Какая-то чашечка, какие-то ножки, зернышки, контакты. Так, вот эти ножки мы прибираем отсюда. Вот. Ножки прибираем, чашечку эту прибираем, а контакты оставляем. Контакты оставляем. Интересно, сколько оно завесит. Сейчас пакет оттарю. Да ё-моё. Так, 2 улетело. Вот они. Надо было какую-то бумажечку сделать специальную под это дело. Зато вот ножка еще одна споймалась. Так. Два и 6. Один улетел. Так. 2 и 6. Это у нас получается 64, 70, 72 гривны. 72 гривны. Так, есть. Идем дальше. Так, полевики. Это хорошо, что посчитано, потому что я уже все. Может, кто по голосу уже слышит, что я уже, конечно, все, мне, наверное, надо будет завтра паузу сделать. Так, 62 штуки. 62 на 18. Плюс. Есть. 80 штук кусаны. Все отлично, я верю, пересчитывать не хочу, я доверяю. 8 и 8, 64, 640. Есть. Отлично, тоже посчитано, это супер. Так, 276 штук. Двести 76 штук. Умножить на 1 и 3. Оп. И 16 штук. Ну, их можно, в принципе, их надо сюда добавить было. Ну, ладно. 16 на 1 и 3. Так, осталась маленькая строчечка. Так. Вот это бы проверить. Сейчас проверим. Серебро. Ну, а ножки это у нас не серебро. Сейчас покажу. Ну и вот это зачищу тоже, в принципе. Она-то... Ну, я, в принципе, там, где было содранное, сделал. Сейчас я безопасно это все захвачу. Вот так вот.
И сейчас мы этот момент уточним. Да, это серебро. Так. Это серебро, а ножка... А ножка вряд ли, конечно. Сейчас. Он я капнул. Короче, ножки нет. Так. Сейчас я довешу, допишу. Один грамм. Так. Короче, 30 гривен. Вот так вот сделаем. Так. Что у нас? А, эти вертолеты 10. 10 микросхем ушастых. 10 штук это 80. КМки напоследок. Вот это лигатура. Просто обычная лигатура. Вот. По весу я даже не знаю. Я так чисто символически 5 гривен напишу. 5. И все. Так, вот эту рассыпуху теперь. Короче, подписчик решил КМ-1.1 это неприемный. Выкидываем. МП, МП, МП. Неприемные. Так. Кусок браслета с часов. Вот такой вот. 30, не знаю, 30 гривен напишу. 30 есть. Так, что у нас еще? 602 белый. Вон он, раскусанный. 602 желтый. 603 желтый. Так, я, наверное, высыплю. Вот это надо еще не забыть проверить. Так, кто-то звонит, надо отойти на паузу. Так. К-53-1, но опять же, надо выводы. Скусывать выводы надо. Всегда говорю, что весовые любые позиции должны быть без выводов. Хоть их тут и не сильно много, как бы позиция, ну, как бы дешевая, скажем так. Это что у нас К-53-1. Но выводы надо сгрызать. Так, это весовая позиция, я ее пока сюда откидываю. На вес, которая пойдет. Так, это у нас что? Это не приемный индикатор, это не АЛС. -ка. Так, откидываю в сторону. Это у нас что? Точно такой же, короче. Видно, не видно, чтобы, ну, различия, да? Тут, во-первых, у АЛС все ноги идут так вот в ряд, тут пропуск, здесь пропуск ног, и они белые, короче, неприемный. Так, что это у нас? Один чип, еще один, и еще один. Так, чипы откладываем в сторону на вес. Гирконы вот эти, это ни о чем. Это нам не надо, откидываю. Так, еще тут кусочек с часов. Так, это диод у нас белый. Откидываем. Так, это у нас еще один К-50. К-53. А, К-53-4 неприемный. Откидываю. Так. Что у нас имеется? Вот такая вот 917-я. Вот эти б надо было бы... Ну, это я сейчас так от себя замечания небольшие делаю. Вот эти надо было бы куснуть. Вот. Что у нас тут? Вот этот тоже надо было бы куснуть. Ого.
Мне кажется, он белый. Да, он белый. Я его выкидываю. Вот эти тоже желательно кусать, конечно. Ну, он должен желтый быть, конечно. Но бывают и белые. Скорее всего, белый. Сейчас разогну шапку. Да, он у нас белый. Так. Выкидываю его. Вот этот, наверное, тоже. Мне кажется, они с одной платы. Ну, могу ошибаться, конечно. Да, он тоже белый. Шапка слезла. Так. Эти, конечно, должны быть желтые. Если у вас вот в количестве такого типа радиодетали, да, вы вот эти ноги, короче, вот так вот срезаете с белых деталей, да, вот с таких вот, вот с таких. Шапки, ноги сгрызаете и кидаете там в медяшку. Вот. Так, что у нас тут какой-то некусанный есть. Сейчас, где я его видел? Че показалось? Наверное, показалось. Так, 603. Сейчас я их рассортирую по типам. Так, еще один кондер. К-53-4 неприемный. В общем, это у нас вот это очередной мусор. Так. И что у нас получается? Вот этот с тех деталей. Это посчитанное, это мусор. То есть нам теперь надо просто отсортировать. Это мусор. Это нам тут не надо. То есть получается вот так. Так. Вот так вот. Если вот тоже просьба такая, да, вот если у вас zip-пакетики есть, как бы, и вот вы все детальки вот так вот, я на каждом видео, в принципе, показываю, я не настаиваю, как бы, вот, но, ага, вот, про этот я говорил, что шапка не скусана, желтый. Вы просто, ну, вот, допустим, вот 311 отдельно, 603, 308 белые, да, отдельно. Так, это каушка. То есть вот так вот их отдельно. Ножки, шапки сгрызли. И вот такие маленькие останутся просто таблеточки. Вы их в кулечек. И в принципе все будет хорошо. Вот. В маленький, да, можно даже zip-пакетик. И желательно даже вот маркером сверху подписать. Подписать количество. А, это белый. Количество. Просто в лаке. Вот так вот хоп, перевернул, он белый. Ну и количество сразу подписывать. Вот. И вообще будет шикарно, как бы. Вот. И все непонятные, вот, непонятные вопросительные какие-то позиции, вы лучше фотографии сбрасывайте в Telegram, чтобы не отправлять зря. В принципе, я могу и сам объяснить, как можно что проверить, да. Ну, если это имеет, как бы, практическую возможность у вас это на месте проверить, да, я подскажу, вы проверите, что вы зря мне не отправляли, потому что понятное дело, что на распаковку она попадает, может кому-то это интересно и полезно, но не всегда, как бы, просто, как бы, вот, ну, так, чисто просьба такая есть небольшая. Так, в принципе, что я хочу сказать. Бардак, конечно, у меня тут нормальный получился. Можем считать, пока начинать. Начнем тогда с... Вот это я в конце в самом проверю, когда на столе уже будет более-менее убрано. Или я не знаю, или я как-то что-то отодвину. Короче, сейчас разберемся. Так, короче, вот этих раз, два, три, четыре, пять по 15, 75. Ну вот, пишу плюс 75. Буду уже писать, где место есть. Так, этих 3 по 9. Это у нас плюс 27. То есть мы это вот так вот отставляем. Будем идти вот так вот по часовой стрелке, короче. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Почем они? По 25 гривен. 12
12 по 25 это у нас 300. 300. Потом вот такие вот по 35 2, это 70. Пишу 70. Так, есть. Потом вот эти вот у нас 3 по 30, и вот эту тоже можно 30. 4 по 30 это 120, пишу. 120 место заканчивается. Так, 120. И, ну, буду сейчас сюда просто дописывать. Так, вот этот у нас, сколько у нас? 55, а этот 35. 55 и 35, 90 пишу. Плюс 90. Вот, потом вот эти 3 по 40, это 120, плюс 120. Ну, вот это вот 4 гривны. Ну, и вот эти вот с желтым выводом, ну, пусть, не знаю, почему они, блин, такой раз в 10 лет присылают. Так, раз, два, три, четыре, и этот 5, да. Короче, пишу 20. Так вот за всю эту кучку. И в принципе все. Так, что у нас осталось? Проверка. Это подбито. Теперь весовые позиции. Сейчас забацаем. Вот эту бескорпусную я вместе с зеленой взвешу. А, вот тут сокукленный момент есть, сейчас покажу. Во-первых, обязательно на магнит. Вот это мусор. Оп. Проверяем. Все, да, не магнитится. Все, те, что на магнит, выкинули. Вот такие вот в такой светло-светло-желтой такой бледной краски. Вот такие вот. Это неприемные. Все. Пакетики что у нас? Ну, плюс-минус, да. Все одинаковые, кроме КМ-ки. Можно оттарить. И нормально будет. Все есть. Так, окукленная 2,7. 2,7 по 12 гривен грамм. Это у нас получается 24 и 30, на 32 гривны у нас получается. 32. Есть. Вот так вот, хорошо. Оранжевая. Все нормально. Оранжевая 10,5. Куда? Сюда запишу. 10,5 это у нас 380 и 19. 399, 400 гривен, короче. 400. Домики. 4,8. Короче, на 60 гривен домиков. 60. Зеленка вместе с бескорпусными пойдет. И на пакет дополнительно я снимаю полграмм. Ну, короче, 19 грамм, да. 19,6. 19. То есть я ее сейчас плюсую. Короче, пусть будет 20 грамм, короче. 20 грамм на 960 гривен получается у нас КМ-ки зеленый. Вот. И осталось К53,1 на 20 гривен. Плюс 20. Есть. Так, и чипики. Чипики. 3 на 2,5. Короче, на 7 гривен чипиков. Плюс 7. И у нас остается вот эта вот штучка, которую надо проверить.
Сейчас мы, короче, с этим делом разберемся как. И вот же еще платы. Надо их взвесить сразу. Что-то я как-то за них немного подзабыл. Так, на 35 гривен вот это. Этих у нас на 30 на 4. 30 на 4, 30 на 4. 35, вот, так, 43. 43 и 37. 43 и 37. 80 гривен плат. На 80 гривен плат еще. Вот так вот, 80. Есть. И берем тогда проверочные все вот эти дела. Сейчас проверим, что у нас тут за драгметалл. На вот таком камне будем проверять. Так. Ну, возьму с номером, с пробой. Вот такой возьму. 500. Так. Палочку возьмем. Что мы сделаем сейчас сначала? Мы возьмем этот кусочек. По цвету похоже, очень даже похоже. Я одним, а потом вторым натру. По весу оно, конечно, очень смешное. Так, один здесь натер. Один, ну, в этой части натру. О, отлично. Так. И назад их сложу, чтобы, не дай бог, я их сразу взвешу, наверное. Правильно? Так. Мы их взвешиваем 0,27. Все, я запомнил. 0,27. Это мы убираем. Это ложим назад, чтобы не потерять. Все. Ну и теперь начинаем, начинаем нашу проверку. Так, это первый. Это второй. Ну и ждем. Разъезд, не разъезд. Если не разъезд, значит правда, как бы, ну, ювелирные какие-то остатки. И мы это подсчитаем, короче. Если сожрет, значит либо проба ниже, либо это не оно. На данный момент хочу обратить ваше внимание, что ничего оно не ест. Так, вот тут надо добавить немного жидкости, маловато я сюда плюхнул. О, вот так лучше будет. Так. Ну, пока не хавает. Он натир остался. Пусть тогда пока полежит, наверняка, чтобы было, да. По поводу вот этих вот резисторов, я вспомнил, это у нас я с 39-ми перепутал, 37-й до 91-го года. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штук по 15 гривен. Это у нас первая посылка SP3 37. 14 же я сказал, правильно. 14 штук по 15 гривен. Это у нас получается 150 и 60. Это у нас получается 210. Вот. Так, проверяем. Ну, натир остался
Видно, не видно, чтобы всем видно было. Короче, что я хочу сказать. Натиры остались на месте. Значит, это у нас 585, 0,27, да. 540 гривен плюсую. 540. Ух, я и накорлякал здесь, конечно. Ну а как? Такая, как говорится, движуха такая идет. Движуха. Так, 540. Все. Все, подбиваем. Тут у нас получается на 210 гривен больше. Короче, 80, да? 80 здесь. 3 880. 490. 400, короче. 400. Это у нас по первой. Я вот так вот сделаю, зафиксирую. Мало ли вдруг кто-то захочет меня перепроверить. В общем-то, вот это надо зачеркнуть, это здесь не надо. То есть и все, в принципе. Сейчас я тогда на паузу поставлю. Так, проверяем. Все нормально, не разъело. Сейчас я на паузу поставлю, быстро подобью, все это делаем и продолжим. Так, в общем, по вот этой второй посылочке у нас получается сумма. Сейчас я ее 6, не знаю, оно уже... Я, наверное, переверну и сделаю так вот. Вторая посылка. Посылка равно 6,195. Ну, я округлю 6,200, короче. И вот подсчеты. Так, чтобы, если проверять, да, чтобы было видно. Вот подчеркнутые суммы все. Сейчас я их все подчеркиваю. 960, вот это 540. Это у нас два цифры. Это штук было, оно нам не надо. 27, 300, 158, 72. Вот это 62 на 18. Это надо помножить. То есть это не итоговая. 640. Вот эти две суммы помножить. Ну и вот эти все суммы. 30, 85, 30, 70, 120. В общем, в принципе, я надеюсь, в каракулях в этих можно будет что-то разобраться. В принципе, мне все отлично видно. Цифры видно, значит все есть. Все, считали мы вместе, значит все нормально, короче. Вот, чтобы никто не переживал. Вот. Эта штучка у нас не разъеденная. Все отлично. Все отлично, все супер. В общем, огромное спасибо всем зрителям канала, что досмотрели это видео до конца. Новым зрителям предлагаю подписаться на канал, поставить лайки, написать комментарий, что вы думаете по поводу тематики, качества, замечания, пожелания в данной рубрике. Вот. В общем, желаю всем хорошего вечера, приятного просмотра. Делайте чаек, кофеек и садитесь смотреть новый выпуск. Всем пока.